История, которую я вам решила рассказать, основана на реальных событиях одной украинской семьи. Дневник моей войны. Моя война начинается с 10 января 2022 года. Почему с этой даты? В этот день со мной произошел несчастный случай, и моя жизнь разделилась на два этапа: до 10 января и после. Моя жизнь была, как у многих украинцев, хорошая и счастливая. Дом, семья, работа. Дети часто приезжали к нам с женой в гости, мы гуляли по городу, встречались с друзьями и жили полноценной жизнью. Утром около 11 часов дня было неудачное падение. Последствием такого падения стал перелом тазобедренного сустава. За мной приехала карета скорой помощи, и единственное, что я успел сделать автоматически в полусознательном состоянии, это позвонить жене, сказав, чтобы она не переживала, я живой, меня везут в больницу. Когда меня везли по длинным коридорам больницы, я слышал знакомые и родные голоса моих детей, которые что-то взволнованно обсуждали. Очнувшись в больничной палате, я увидел обеспокоенных врачей, глаза моих близких полные ужаса. Невыносимая боль во всем теле мешала мне сосредоточиться и осознать происходящее вокруг. Ко мне подошел человек в халате с дрелью в руках. Я решил, что медработник будет проводить какую-то регулировку кровати, но он подключил дрель к электропитанию и начал сверлить мне переломанную ногу. Боль была невыносимой, несмотря на местную анестезию. После крика и отборного мата в адрес врача я потерял сознание. Когда пришел в себя, было понятно, что привязан к кровати. Тяжесть груза, находившегося на ноге, полностью сковывала мои движения. Рядом с моей кроватью сидела жена, которая тихонько плакала. Увидев, что я открыл глаза, она смахнула слезы и произнесла почти шепотом: «Не переживай, все будет хорошо».
Дни тянутся медленно, непрерывные боли не дают спать, ежедневные осмотры, консилиумы врачей. Каждый вечер после работы меня навещает жена и дети. Субботы и воскресенье жена проводит со мной целый день. Рассказывает, какая погода на улице, что происходит в мире, разные новости о детях. Жена как свет в окошке, греющий теплыми лучами солнца в холодный день, озаряет мое пребывание в больнице. Врачи принимают решение про проведение операции, которая назначена на завтра.